Здравствуйте, с вами Татьяна, и сегодня я хотела поделиться своим рецептом семейного борща. Информацию поделиться, где я этот рецепт нашла, как к нему пришла, откуда он у меня, и объяснить некоторые нюансы, чем он отличается от рецептов, которые присутствуют в кулинарных книгах. Я когда готовилась к этому видео, посмотрела в YouTube на подборку рецептов, которые предлагают разные авторы, делятся своими секретами, делятся своими подходами в приготовлении борща. Обратила внимание, есть очень интересное название. Авторы называют так, например, самый правильный борщ, классический борщ, самый вкусный и так далее. Но здесь понятно, что есть желание автора обратить внимание именно на его рецепт. Но относительно самый правильный, не знаю, как здесь их идентифицировать, эти рецепты, где правильный, где классический. Блюдо, борщ настолько распространено, имеет настолько много исторических моментов, разных вариаций. То есть здесь даже сложно сказать, это классика борща. Рецепт борща, которым я пользуюсь в последнее время, и он меня устраивает как по вкусовым параметрам, так и по легкости приготовления. Он практически всегда получается вкусным. Есть отличие от того метода приготовления, который стандартно описывается в таких профессиональных кулинарных книгах. Я пойду к этапам технологии приготовления и объясню, чем он отличается и в чем именно мне нравится этот именно подход. Сразу скажу, что рецепт мне этот рассказали и показали, и научили несколько женщин, которые встречались в моей жизни. Это и коллеги, это и подруги моей мамы. И они в большинстве своем друг друга не знали. Но рецепт очень похож, то есть подходы у них очень похожи, в которых они рассказывали. И я потом поняла, их объединяет только возраст, то есть они были значительно старше на тот момент, когда мне рассказывали о этом рецепте. И они все в Полтавской области, то есть они говорили, что этот рецепт, именно этому рецепту их научила мама, бабушка, то есть это так в ихнем лето готовили, ну и они. И это как раз метод приготовления, как они мне объясняли, который был адаптирован к печке, то есть готовили в больших глиняных горшках в печке на всю семью, и борщ как блюдо был основным. В чем особенности? Первое — это мясо. То есть для борща нет разницы, какую свинину или говядину варить. Здесь что вам нравится, что вы считаете более полезно для вас будет. Ну, естественно, что свинина, она более жирная, всегда получается более вкусная. И особенность обработки мяса, той, которой меня научили, и я беспрекословно следую эти рекомендации, это желательно обработать перед приготовлением бульона. Это можно сделать двумя способами. Первый — это замочить в холодной воде то мясо, которое вы готовите, собираетесь готовить, на 1,5–2 часа, слить эту воду и далее налить чистую питьевую воду и уже готовить в нем бульон. И второй вариант, который я более чаще использую, это залить водой холодной, закипятить первый раз. Только вода закипит, это вы увидите, все там шумы пойдут. Выключить и слить, вымыть хорошо мясо, налить чистой питьевой воды, добавить соль, лавровый лист, перчик и варить бульон. Объяснили мне так, что при первичной обработке выходит все лишнее, то есть лишняя кровь там из мяса,
и так далее. И при приготовлении бульона потом не из мяса не провоцирует образование много шума, то есть пенки вот этой, которую нужно собирать. И это действительно так. Вы увидите дальше. Я шла, приготовила борщ, показала, как он действительно ведет себя на разных этапах, этот рецепт. То есть практически пенки нету, или она образуется совершенно немножко. Не нужно стоять там долго и собирать. Если эту пенку оставить в бульоне, то бульон будет практически испорчен. Он будет невкусный, он будет непрозрачный, некрасивый и так далее. Второе, чему меня научили, но я иногда следую, иногда нарушаю, это сказали, что мясо более вкусное, когда оно варится целым куском. И потом, когда она полностью приготовлена, достается из бульона, нарезается на порционные точки и дальше возвращается в бульон. Ну, здесь так. Считается, что так вкуснее. Следующая особенность этого рецепта в том, что буряк и фасоль всегда берутся вареными. Объяснили мне тоже, это очень просто. Значит, фасоль, она может быть разного сорта. И угадать, да, она уже готова, чтобы она не разварилась и не осталась сырой в борще, очень сложно. Поэтому даже в те давние времена отдельно варили фасоль, сливали воду и далее в конце приготовления борща, так как это уже готовый был продукт, сваренная фасоль, добавляли уже в борщ. Буряк использовался вареный, и я его заранее свариваю буряк, чищу. Единственное исключение составляет буряк молодой в середине лета, когда он очень сочный, мягкий, и практически его можно и не вареным есть. Такой буряк не стоит дополнительно готовить перед приготовлением борща, а использовать его сырой. Ну и весь другой буряк, который полностью созревший, который закладывается на хранение на зиму, то есть начиная с поздней осени и зимой, то он более плотный, более твердый, требует длительной термической обработки для приготовления, поэтому его лучше заранее отварить. Именно в моем рецепте берется отварной. Мне объяснили, что в борще есть обязательные ингредиенты и есть, которыми можно балансировать в зависимости от или иных пристрастий к разным продуктам. Обязательные — это лук, морковка, буряк, капуста, томат, томатная паста. И необязательные, но те, которые улучшают вкус борща, делают его богатым и так далее. Это фасоль и болгарский красный перец или любой болгарский перец. Эти продукты могут не добавляться, например, если болгарского перца нету, или, например, если кто-то не любит фасоль. В моем рецепте существенно отличается приготовление заправки. То есть, если посмотреть классические такие кулинарные книги, то приготовление заправки для борщей, там, как правило, двумя сковородками нужно работать. То есть в одной сковородке идет пассеровка лука и морковки, а в другой отдельно пассируется буряк и что-то кислое, то есть там томат добавляется, томатная паста, и даже в некоторой литературе я встречала, добавляют ложку уксуса. Это делается для того, чтобы буряк при соприкосновении с кислой средой он не меняет свой вот этот красивый бордовый цвет. В других вариациях, в зависимости от сорта буряка, он может сделаться белым, некрасивым и невкусным. И далее это нужно отдельно все пассеровать и далее заправлять в борщ. В моем рецепте, как мне объяснили, что рецепт был адаптирован до приготовления в печи. Поэтому у меня заправка делается в одной сковородке, но
очень важна последовательность закладки продуктов. Первое — это идет обжарка до золотистого цвета лука. Туда добавляется морковка, пассируется недолго, 2 минуты, например. Далее в лук и морковку добавляется томатная паста, помидоры, мелко нарезанные без шкурки, или что-то одно из них, или вариация и томатной пасты, и помидор, в зависимости от сезона, от того, что вы имеете и так далее. И только после того, когда в эту сковородку попадет томаты, то есть кислая среда станет, только после того режется буряк, уже отваренный заранее, и добавляется в эту заправку. Далее идет перец болгарский и укроп, петрушка, и это все готово. Обязательно мне акцентировали внимание, что буряк бывает разных сортов, и бывает его просто невозможно определить по внешнему виду, насколько он вкусен. И когда отвариваете буряк, то обязательно попробуйте его, потому что если буряк невкусный, лучше его не добавлять. Это все блюдо, то есть эти будут старания напрасны. Только после того, когда вас устраивает вкус буряка, продолжать готовить борщ. Далее, относительно обязательных ингредиентов картошки и капусты. Объяснили тоже, стандартов здесь нету в пропорциях, в зависимости от того, как любят. Если любят густой, наваристый такой борщ, то картошки и капусты берут много, то есть уже смотрят по объему кастрюли. Если кто-то не любит картошку, ее нельзя забрать из рецепта, она обязательно должна быть, но ее можно взять очень небольшое количество. То же самое можно сделать с капустой, то есть балансировать больше-меньше между картошкой и капустой можно. Картошка должна быть сварена полностью, но капуста тоже двояко может быть подход в этом варианте. Одни любят капусту полностью сваренную, хорошо так проваренную, другие любят, есть любители, я знаю, которые еле-еле, чтобы она еще хрустела, и это допускается в рецепте борща, то есть если задача стоит проваренную капусту получить, то ее практически вместе с картошкой можно бросить. Если такую хрустящую еле-еле, которая прошла обработку, то ее практически в конце борща нужно бросить. Ну и далее задача просто собрать бульон, то есть бульон уже сварился, в бульон кладется картошка до полуготовности, если она... Я туда добавляю капусту и сразу же заливаю готовленную заранее заправку. Фасоль уже готова, сварена, то есть она тоже с заправкой добавляется. И там буквально довести до кипения, чтобы это все соединилось и перекипело, и все, борщ готов. Ну и еще такой нюанс. Я пробовала таким образом приготовленный борщ и оценила, что он действительно намного вкуснее. Это мне рассказали, что раньше очень было распространено и всегда делали в конце среднего кипения, добавляли в борщ растертые в ступке. Именно в ступке нужно это растереть, не порезать, а растереть в ступке. Это нежное сало, кусочек, или это внутренний какой-то жир, вместе с чесноком и зеленью, может быть укроп и петрушка, можно просто с чесноком. В ступке это растирается в кашицу, добавляется в конце кипения борща, это все выключается, и борщ должен некоторое время настояться. Совершаю борщ обязательно с чесноком. Но объяснили мне, что чеснок кипеть не должен долго в борще, потому что эффект вот этого остренького такого чесночного запаха, он теряется при длительной термичной обработке чеснока. И
ничем не улучшает блюдо, а только может ухудшить. Поэтому в самом конце, в самом уже при выключении борща я через чесночницу выдавливаю чеснок и туда добавляю. Ну и все говорят, и я согласна с этим, что борщ вкуснее еще на второй день. То есть настаиваются все продукты, складывается какой-то вкусовой букет, и это значительно вкуснее. Ну и к борщу, естественно, что обязательно нужно добавлять сметану. Если вы любите сметану, это тоже улучшает вкус борща. И когда я готовилась к этому, я вспомнила, у меня есть такая очень старенькая книжечка, называется, вы видите, «Украинская народная кухня». Она уже так пожелтели листочки, она аккуратная такая, ничего не порванная, даже кто-то, наверное, ее обложил в пленочку. Кто-то, это, наверное, я еще подростком. Видите, это 1993 год, ну уже я не подросток, уже юная такая была. Эта книга очень интересно сформирована авторами. Авторов даже упорядкування Тамари Лазарівни Шпаковської. Українська стародавня кухня, довідник. Это сборные рецепты. Но, что интересно, написана книга «Знайомі читачі зі стравами української народної кухні». Рецептура розроблена на основі страв і напоїв, які готували колись в Київській, Полтавській, Львівській, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській та інших областях України. Описуються страви і напої, які можна приготувати в домашніх умовах. Возвращаясь к тому вопросу, что авторы называют свои рецепты самые правильные, самые классические, то вот здесь действительно сложно найти, где это классика и где самые правильные рецепты. На странице борщи, вот есть перші страви, борщи. Если дальше почитать, то борщ український з м'ясом, борщ гетьманський, борщ полтавський, борщ київський, борщ київський без м'яса, борщ волинський, борщ чернігівський, борщ галицький, борщ львівський, борщ буряковий з грибами, борщ з квашеними яблуками, борщ селянський, борщ з карасями, борщ зелений український, борщ з м'ясними галушками, борщ з грибами і чорносливом, борщ селянський холодний, борщ з свининою, свинячою грудинкою і буряком, борщ з сиворотки, холодник наддніпрянський, борщ зелений і так далі. То есть все они правильные, все они как бы имеют свою историю и действительно. Ну и зачитаю, кому интересно. Здесь авторы не просто начали перечислять рецепты, но все-таки дали историческую справку, которая многое проясняет на эту классику. Написано: борщ – одна з найпопулярніших українських народних страв. На Україні існували 3 різновиди борщу – червоний, зелений та холодний. Холодник. Червоний борщ готували з буряка, капусти, моркви, петрушки, а пізніше також із картоплею. У святкові дні борщ варили на м'ясній юшці, а в будні з салом, чесником і цибулею. Заквашивали червоним буряком або буряковым квасом. Кстати, мне тоже рассказывали, когда делились этим рецептом, что раньше был такой способ: делали из буряка, нарезали его кусочками, заливали водой, солили немножко и делали такой заквашенный бурячок. И его использовали именно для приготовления борща зимой.
Относительно уксуса я уточняла, спрашивала, нужен. Никогда уксус не использовали для буряка, но именно в той вариации, в той сельской местности, где эти женщины проживали, и те, которые делились именно с моим, говорит, никогда они сами этого не делали и не делали, их не учили использовать уксус для борща. Для гостроти додавали сиворотку або маслянку, забілювали при подачі сметаною. У деяких місцевостях у борщ клали квасолю, додавали підсмажене борошно або гречану кашу. На Полтавщині варили борщ з галушками. Кстати, вот в классических кулинарных книгах и некоторые профессиональные повара рассказывают, что в зажарку, в заправку они бросают ложку муки. Тоже я этого не делаю и спрашивала у своих учительниц, то они говорили, что нет, никогда их этому не учили. У піст борщ варили без м'яса і сала, лише на олії, проте намагалися вшити смак додаванням грибів. Борщ готували не тільки на повсякдень, але й на Різдво, весілля, хрестини, поминки. Зелений борщ варили навесні з молодим щавлем, лободою, крапивою, молодими листями буряка, засмажували вареними яйцями та сметаною. Холодник – винятково літня страва. Це був ситий борщ, оскільки варили і то окремо тільки буряк та яйця. Їли його охолодженим, замість хліба часто до нього подавали варену картоплю. Ну, вот такие интересные информационные источники. Всем вкусного борща! Буду рада, если вам пригодится мой подход и вы его оцените, будете использовать. Всем всего доброго!